Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как сжечь жир на животе? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. 20 эффективных советов, подтвержденных наукой. Ожирение – это серьезная проблема. Избыточная масса тела на сегодняшний день имеется у многих мужчин и женщин. Как правило, больше всего жира скапливается в области талии. Избавиться от жировых отложений на животе сложно. Такой жир называется висцеральным. Это проблема не только эстетического, но и медицинского плана. Доказано, что висцеральный жир повышает риск развития сахарного диабета второго типа, болезней сердца и сосудов. Медицинская наука имеет четкие стандарты определения веса человека. Для этого используется такое понятие, как индекс массы тела, ИМТ. Если он превышает показатели нормы, то риск развития метаболических заболеваний крайне высок. Причем опасности подвергаются не только полные, но и внешне худые люди. Дело в том, что висцеральный жир имеет свойство накапливаться именно в области талии. При этом ноги и руки у человека будут оставаться худыми. Справиться с жировыми отложениями на животе сложно, но сделать это можно. В этой статье собраны советы, помогающие сжечь жир в брюшной полости. Употребляйте в пищу клетчатку. Впитывая воду, грубое волокно из пищи приобретает гелеобразную консистенцию. Такой пищевой комок дольше переваривается, поэтому чувство голода возникает не скоро. Сытый человек не будет лишний раз подходить к столу, чтобы перекусить. Таким образом, организм получает меньше килокалорий и не набирает вес. По этому поводу было проведено исследование на более чем 1100 взрослых. Оно позволило установить, что увеличение порции грубого волокна на 10 грамм способствует уменьшению прироста жира на животе на 3,7% в течение 5 лет. Продукты, содержащие клетчатку, нужно включать в рацион ежедневно. Ее источником является льняное семя, вермишель ширатаки, брюссельская капуста, бобовые, авокадо, ежевика. Итак, клетчатка способствует похудению за счет снижения общей суточной калорийности и длительного насыщения. Чем больше человек потребляет продуктов, которые содержат грубые волокна, тем быстрее он будет терять вес. Откажитесь от трансжиров. Трансгенные жиры содержатся в маргарине и спредах. Их часто можно встретить в составе готовых продуктов, например, в печенье и других кондитерских изделиях. Чем больше этих вредных веществ поступает в организм, тем выше риск развития болезней сердца и сосудов. Трансгенные жиры способствуют развитию резистентности организма к инсулину. Это грозит ожирением и сахарным диабетом. По этому поводу было проведено исследование на обезьянах, которое продолжалось в течение 6 лет. Все животные, которые получали продукты, содержащие трансгенные жиры, страдали от ожирения. Причем жир откладывался у них именно в области живота. Обезьяны из контрольной группы получали продукты, содержащие мононенасыщенные жиры. У них прирост жира в области талии был ниже на 33%. Чтобы свести к минимуму потребление трансжиров, нужно внимательно изучать этикетки продуктов, которые планируется употреблять в пищу. Чаще всего они в них указаны как частично гидрогенизированные жиры. Причем эту рекомендацию можно назвать универсальной для людей, которые не только хотят похудеть, но и просто оставаться здоровыми. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Алкоголь наносит непоправимый вред здоровью. Многочисленные исследования позволили установить, что спиртные напитки способствуют развитию центрального ожирения. Чем реже человек выпивает, тем медленнее у него растет жир в области талии. В одном из исследований приняло участие около 2000 человек. Все они ежедневно употребляли алкоголь, но в разных количествах.
Было установлено, что у людей, которые пили меньше спиртных напитков, жир вокруг талии нарастал медленнее. Поэтому для того, чтобы похудеть, нужно отказаться от алкоголя, либо уменьшить его порции. Употребляйте белковую пищу. Белок помогает контролировать массу тела. Его поступление в организм способствует выработке гормона полноты. Это вещество позволяет контролировать аппетит и препятствует набору веса. Белковая пища разгоняет метаболизм. Быстрый обмен веществ способствует сжиганию висцерального жира. При этом мышечная масса остается сохранной. Белок – это хорошо изученный нутриент. Многочисленные исследования позволили установить, что люди, потребляющие белковые продукты, реже страдают от ожирения. Для того, чтобы сбросить вес, нужно регулярно употреблять в пищу яйца, рыбу, мясо, молочные и кисломолочные продукты, бобовые. Избегайте стрессов. Эмоциональное перенапряжение приводит к тому, что в организме в больших количествах вырабатывается кортизол. Этот гормон стресса продуцируют надпочечники. Как показывают исследования, кортизол способствует повышению аппетита и набору висцерального жира. Кроме того, жировые отложения в области талии сами по себе способствуют избыточной выработке гормона стресса. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, нужно как можно больше времени заниматься приятными делами. Позволяют снять нервное напряжение занятия йогой и медитация. Откажитесь от сладостей. Сахар – это источник легко усвояемых углеводов. Его избыток в пище приводит к развитию диабета второго типа, абдоминальному ожирению, жировому гепатозу, болезням сердца и сосудов. Чем больше углеводистой пищи потребляет человек, тем быстрее у него скапливается жир в области талии. Нужно помнить о том, что опасен не только рафинированный сахар. Продукты, содержащие натуральные сахара, тоже нужно употреблять в ограниченных количествах. Это касается меда, пастилы и прочее. Занимайтесь спортом. Для сжигания жира необходимы кардиотренировки. Выполнение аэробных упражнений позволяет быстрее худеть. Многочисленные исследования подтверждают этот факт. Хотя до настоящего момента времени продолжаются споры относительно интенсивности тренировок. Некоторые ученые утверждают, что выполнять упражнения нужно в быстром темпе, а другие считают, что можно ограничиться средней скоростью. Однако в одном моменте мнения исследователей сходятся. Это касается продолжительности тренировки. Чем дольше занимается человек, тем быстрее он худеет. В поставленном эксперименте участие приняли женщины, находящиеся в менопаузальном периоде. Было установлено, что худели быстрее те дамы, которые выполняли аэробные упражнения по 300 минут в неделю. На контроле находилась группа женщин, которая занималась по 150 минут в неделю. Отказ от углеводистой пищи. Диетологи рекомендуют сократить потребление рафинированных углеводов, то есть тех, которые усваиваются очень быстро. Однако полностью отказываться от таких продуктов не следует. Их нужно заменить пищей, содержащей сложные углеводы. Как показывают исследования, такие диеты помогают быстро избавиться от жировых отложений. Кроме того, в несколько раз снижается риск развития сахарного диабета второго типа. Известное фрамингемское исследование позволило доказать, что люди, потребляющие сложные углеводы, имеют на 17% меньше жира в брюшной полости по сравнению с теми, кто отдает предпочтение продуктам с быстро усвояемыми сахарами. К источникам правильных углеводов относятся бобовые и цельнозерновые культуры – гречка, овсянка, бурый необработанный рис, овощи. Замените кулинарные жиры кокосовым маслом. Кокосовое масло относится к полезным жирам. Экспериментальным путем доказано, что оно помогает ускорить метаболизм и быстрее избавиться от лишнего веса. Было установлено, что в первую очередь сгорать начинают жировые отложения в области талии.
В одном из исследований участие приняли мужчины с висцеральным типом ожирения. В течение 3 месяцев они каждый день принимали кокосовое масло. Каких-либо других изменений в рацион внесено не было. За время проведения эксперимента объем их талии уменьшился почти на 3 сантиметра. Примечательно, что спортом участники исследования также не занимались. Так как кокосовое масло само по себе имеет высокую калорийность, то диетологи рекомендуют не просто добавлять его к привычному рациону, а заменить им некоторые другие жиры. Выполняйте силовые упражнения. Тренировки с подъемом тяжестей или силовые тренировки важны для наращивания мышечной массы. В одном из исследований приняли участие люди с ожирением печени и преддиабетом 2 типа. Силовые упражнения помогли им похудеть в области живота. Другой эксперимент проводился с участием подростков, страдающих ожирением. Удалось установить, что сочетание силовых и аэробных тренировок способствует к наибольшему снижению висцерального жира. Откажитесь от сладких напитков. Сладость в таких напитках обеспечивается фруктозой. Этот компонент способствует отложению жира на животе. Кроме того, ученые установили, что жир скапливается не только в области талии, но и в области печени. Эти выводы были сделаны на основании 10-недельного исследования, в котором принимали участие люди, употребляющие сладкие газированные напитки каждый день. Килокалории из жидкости всасываются в кровь мгновенно. Организм не перерабатывает их, а переводит в жировые запасы. Поэтому такие напитки даже опаснее, чем кондитерские изделия. Для того, чтобы похудеть, нужно избегать потребления любых форм сахара. Это касается газировки, сладкого чая, пунша, алкогольных коктейлей. Больше отдыхайте. Полноценный и качественный сон необходим каждому человеку, который хочет оставаться здоровым. Ученые установили, что люди, страдающие бессонницей, быстрее набирают вес. В глобальном исследовании, которое длилось 16 лет, приняло участие 68 тысяч женщин. Быстрее набирали вес те участницы, которые спали менее 5 часов в сутки. Состояние, известное как апноэ во сне, когда дыхание прерывисто прерывается ночью, также связано с избытком висцерального жира. Ведите дневник питания. Человек, который стремится сбросить вес, должен знать, сколько калорий он потребляет и сколько расходует. Это позволит составить оптимальное меню, которое не будет приводить к набору веса. Рекомендуется записывать не только количество съеденных продуктов, но и двигательную активность, выполненные упражнения, физические тренировки. Облегчить выполнение этой задачи можно с помощью специальных приложений для смартфона. Ешьте жирные сорта рыб. Жирная рыба является источником омега-3. Эти полиненасыщенные кислоты необходимы организму, так как позволяют ему лучше противостоять различным заболеваниям. Есть данные, что омега-3 помогают сбрасывать вес, а именно избавляться от висцерального жира. Были проведены многочисленные исследования с участием взрослых и детей, страдающих жировым гепатозом. Удалось установить, что прием добавок с рыбьим жиром позволяет избавиться от этой болезни. Чтобы эффективнее контролировать свою массу тела, нужно съедать в неделю по 2-3 порции жирной рыбы. Специалисты рекомендуют включать в рацион скумбрию, сардины, анчоусы, сельдь и лососевые. Если такой возможности нет, то нужно принимать омега-3 в добавках к пище. Откажитесь от фруктовых соков. Фруктовый сок является источником витаминов и минералов. Однако в нем много сахара, почти столько же, сколько в сладких газированных напитках. К примеру, в 240 мл яблочного сока содержится 24 грамм сахара. Половина этого сахара представлена фруктозой. Поэтому употребление сока в больших количествах может привести к отложению жира в брюшной полости. Чтобы похудеть, нужно заменить фруктовый сок обычной водой. Для улучшения ее вкуса можно добавить дольку лимона или лайма. Употребляйте яблочный уксус.
Известно, что яблочный уксус не только помогает похудеть, но и способствует снижению уровня сахара в крови. Это возможно благодаря кислоте, которая в нем содержится. В исследовании принимали участие мужчины, которые в день употребляли по столовой ложке уксуса 15 мл. Под наблюдением они находились 12 недель. За это время объем их талии уменьшился на 1,4 см. Однако пить уксус нужно в разбавленном виде. Если не развести его водой, то может пострадать зубная эмаль. Используйте пробиотики. Под пробиотиками понимаются полезные для человека бактерии. Они содержатся в некоторых продуктах и в добавках к пище. Прием пробиотиков позволяет нормализовать микрофлору кишечника и улучшить пищеварение. Ученые установили, что разные типы бактерий по-разному влияют на вес человека. Если добиться определенного баланса, можно быстро избавиться от лишней массы тела. В составе пребиотиков могут содержаться различные бактерии, поэтому перед покупкой нужно убедиться, что была выбрана нужная добавка. Попробуйте прерывистое голодание. В последнее время популярность набирает так называемое прерывистое голодание или прерывистый пост. Этот режим питания предполагает перерыв между приемами пищи в 24 часа. Практикуют такие голодные сутки 2 раза в неделю. Другая система предполагает голодовку в течение 16 часов с последующим употреблением любой пищи в течение 8 часов. Как показывают исследования, прерывистое голодание от 6 до 24 недель помогает уменьшить объем талии на 4-7%. Пейте зеленый чай. Зеленый чай считается одним из полезнейших напитков. Он содержит кофеин и антигидрат эпигаллокатехин-галлат. Оба этих компонента помогают разогнать метаболизм. Антигидрат эпигаллокатехин-галлат – это катехин, который, как показывают некоторые исследования, может быть эффективен при потере живота. Эффект может быть усилен, если сочетать прием зеленого чая с физическими упражнениями. Пересмотрите свой образ жизни. Чтобы избавиться от лишнего жира, нужно пересмотреть образ жизни в целом. Достичь максимального эффекта удастся при одновременном сочетании нескольких рекомендаций, приведенных выше. Если выполнять только один пункт, желаемого эффекта достичь не получится. По сути, все советы так или иначе связаны со здоровым образом жизни. Если питаться вредными продуктами, пить сладкую воду и вести малоподвижный образ жизни, то талия продолжит увеличиваться в размерах. Чтобы похудеть, требуется упорство и настойчивость. Только так можно справиться с лишним весом и улучшить свое здоровье. Автор статьи – Кузьмина Вера Валерьевна, врач-диетолог, эндокринолог. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.